Слово 14. О любезном для всех и лукавом владыке чреве. Имея намерение говорить о чреве, если когда-нибудь, то теперь наиболее, предположил я любомудрствовать против себя самого. Ибо чудно было бы, если бы кто-нибудь прежде сошествия своего во гроб освободился от сей страсти. Чревоугодие есть притворство чрева, потому что оно и, будучи насыщенно, вопиет мало, будучи наполнено и расседаясь от излишества, вызывает алчу. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно проистекает другою. Заградил ли ты и сию, иною прорывается и одолевает тебя. Чревоугодие есть прельщение очей. Вмещаем в меру, а оно подстрекает нас поглотить все разом. Насыщение есть мать блуда, а утеснение чрева – виновник чистоты. Кто ласкает льва, тот часто укрощает его, а кто угождает телу, тот усиливает его свирепость. Жид радуется о своей субботе и о празднике, и монах-чревоугодник веселится о субботе и о воскресном дне. Во время поста считает, сколько осталось до Пасхи, и за много дней до нее приготовляет снеди. Раб чрева рассчитывает, какими снедями почтить праздник, а раб Божий помышляет, какими бы дарованиями ему обогатиться. Когда пришел странник, чревоугодник весь движется на любовь, подстрекаемый чрево неистовством, и думает, что случай сделать брату утешение есть разрешение и для него. Пришествие других считает он за предлог, разрешающий пить вино, и под видом того, чтобы скрыть добродетель, делается рабом страсти. Часто тщеславие враждует против объедения, и сии две страсти ссорятся между собою за бедного монаха, как закупленного раба. Объедение понуждает разрешать, а тщеславие внушает показывать свою добродетель. Но благоразумный монах избегает и той, и другой пучины и умеет пользоваться удобным временем для отражения одной страсти другую. Если бывает разжение плоти, то должен укрощать ее воздержанием во всякое время и на всяком месте. Когда же она утихнет, чего, впрочем, не надеюсь дождаться прежде смерти, тогда может скрывать перед другими свое воздержание. Видел я престарелых священников, поруганных бесами, которые юным, не находящимся под их руководством, благословением разрешали на вино и прочее на пиршествах. Если они имеют доброе о Господе свидетельство, то можем с их позволения немного разрешить. Если же они нерадивы, то нам не должно в этом случае обращать внимание на их благословение, а особенно, когда мы еще боремся с огнем плотской похоти. Богопротивный Евагрий воображал, что он из премудрых премудрейший, как по красноречию, так и по высоте мыслей, но он обманывался бедный и оказался безумнейшим из безумных, как во многих своих мнениях, так и в следующем. Он говорит: когда душа наша желает различных снедей, тогда должно изнурять ее хлебом и водою. Предписывать это то же, что сказать малому отроку, чтобы он одним шагом взошел на самый верх лестницы. И так скажем в опровержении сего правила: если душа желает различных снедей, то она ищет свойственного естеству своему. И потому противу хитрого нашего чрева должно и нам употребить благоразумную осторожность. И когда нет сильной плотской брани, и не предстоит случая к падению, то отсечем прежде всего уточняющую пищу, потом разжигающую, а после и услаждающую. Если можно, давай чреву твоему пищу достаточную и удобоваримую, чтобы насыщением отделаться от его ненасытной алчности и через скорое переваривание пищи избавиться от разжения, как от бича. Вникнем и усмотрим, что многие из яств, которые пучат живот, возбуждают и движение похоти. Посмеивайся ухищрению беса, который по вечере внушает тебе впредь позднее принимать пищу, ибо в следующий день, когда настанет 9 час,
Он понудит тебя отказаться от правила, установленного в предшествовавший день. Одно воздержание прилично неповинным, а другое повинным и кающимся. Для первых движения похоти в теле бывают знаком к восприятию особенного воздержания, а последние пребывают в нем даже до смерти, и до самой кончины не дают своему телу утешения, но борются с ним без примирения. Первые хотят сохранить всегда благоустройство ума, а последние душевным сетованием и истаиванием умилостивляют Бога. Время веселья и утешения пищи для совершенного есть отложение всякого попечения, для подвижника время борьбы, а для страстного праздник праздников и торжество торжеств. В сердцах чревоугодников сновидение о снедях и яствах, в сердцах же плачущих сновидение о последнем суде и о муках. Будь господин над своим чревом, прежде нежели оно тобой возобладает, и тогда будешь принужден со стыдом воздерживаться. Впавшие в ров беззакония, которых я не хочу говорить, понимают, что я сказал. Целомудренные же опытом всего не познали. Будем укрощать чрево помышлением о будущем огне. Повинуясь чреву, некоторые отрезали, наконец, сокровенные свои члены и умерли двоякою смертью. Будем внимательны, и мы увидим, что объедение есть единственная причина потоплений с нами случающихся. Ум постника молится трезвенно, а ум невоздержанного исполнен нечистых мечтаний. Насыщение чрева иссушает источники слез, а чрево, иссушенное воздержанием, рождает слезные воды. Кто служит своему чреву и между тем хочет победить дух блуда, тот подобен угашающему пожар маслом. Когда чрево утесняется, тогда смиряется и сердце. Если же оно упокоено пищей, то сердце возносится помыслами. Испытывай себя в первый час дня, в полдень, за час до принятия пищи, и узнаешь таким образом пользу поста. Поутру помысл играет и скитается. Когда же настал 6-й час, он немного ослабевает, а во время захождения солнца окончательно смиряется. Утесняй чрево воздержанием, и ты возможешь заградить себе уста, ибо язык укрепляется от множества снедей. Всеми силами подвязайся противу сего мучителя и бодрствуй неослабным вниманием, наблюдая за ним, ибо если ты хотя мало потрудишься, то Господь тотчас поможет. Мехи, когда их размягчают, раздаются и вмещают большее количество жидкости, а оставленные в небрежении не принимают и прежние меры. Обременяющий чрево свое расширяет внутренности, а у того, кто подвязается против чрева, они стягиваются мало-помалу. Стянутые же не будут принимать много пищи, и тогда по нужде самого естества будем постниками. Жажда весьма часто жаждой же и утоляется, но голод прогнать голодом трудно и даже невозможно. Когда тело победит тебя, укрощай его трудами. Если же ты по немощи не можешь этого, то борись с ним бдением. Когда глаза оттяжелели, берись за рукоделие, но не касайся оного, когда сон не нападает, ибо невозможно работать вместе Богу и мамоне, то есть простирать мысль свою к Богу и на рукоделие. Знай, что часто бес присидит желудку и не дает человеку насытиться, хотя бы он пожрал все снеди Египта и выпил всю воду в Ниле. По пресыщении нашим сей нечистый дух отходит и посылает на нас духа блудного. Он возвещает ему, в каком состоянии мы остались, и говорит: «Иди, возмути такого-то, чрево его пресыщено, и потому ты немного будешь трудиться». Сей пришедший улыбается, и, связав нам руки и ноги сном, уже все, что хочет, делает с нами, оскверняет душу мерзкими мечтаниями и тело истечениями. Удивительное дело, что ум, будучи бестелесен, от тела оскверняется и омрачается,
и что, напротив, невещественное от борения утоншается и очищается. Если ты обещал Христу идти узким и тесным путем, то утесняй чрево свое, ибо, угождая Ему и расширяя его, ты отвергаешься своих обетов. Но внимай, и услышишь говорящего: пространен и широк путь чревоугодия, вводящий в пагубу блуда, и многие идут по нему, но узкие врата и тесен путь воздержания, вводящий в жизнь чистоты, и немногие входят им. Начальник бесов есть падший Деница, а глава страстей есть объедение. Сидя за столом, исполненным снедей, представляй пред мысленными очами твоими смерть и суд, ибо таким образом едва возможешь хоть немного укротить страсть объедения. Когда пьешь, всегда вспоминай оцет и желчь владыки твоего, и таким образом или пребудешь в пределах воздержания, или, по крайней мере, востенав, смиришь свой помысел. Не обманывайся. Ты не можешь освободиться от мысленного фараона и не узреть горней Пасхи, если не будешь всегда вкушать горького зелья и опресноков. Горькое зелье есть понуждение и терпение поста, а опресноки — ненадмевающие самодрование. Да соединится с дыханием твоим сие слово псалмопевца: «Аз же внегда бесы стужах уми, облачахся во вретище, и смирях постом душу мою, и молитва моя в недра души моей возвратится». Пост есть насилие естества, отвержение всего, что услаждает вкус, погашение телесного разжения, истребление лукавых помышлений, освобождение от скверных сновидений, чистота молитвы, светило души, хранение ума, истребление сердечной бесчувственности, дверь умиления, воздыхание смиренное, радостные сокрушения, удержание многословия, причина безмолвия, страж послушания, облегчение сна, здравие тела, виновник бесстрастия, разрешение грехов, врата рая и небесные наслаждения. Спросим же и сего нашего врага, паче же главнейшего начальника злых врагов, дверь страстей, то есть объедение, сию причину падения Адамова, погибели Исава, пагубы израильтян, обнажение Ноева, истребление гоморян, Лотово кровосмешение, погубление сынов Илии священника и руководителя ко всем мерзостям. Спросим, откуда сия страсть рождается и какие ее исчадия, кто сокрушает ее и кто совершенно ее погубляет. Скажи нам, мучительница всех людей, купившая всех золотом ненасытной алчности, как нашла ты вход в нас? Вошедший, что обыкновенно производишь, и каким образом ты выходишь из нас? Она же, раздражившись от сих досад, яростно и свирепо отвечает нам: «По что вы, мне повинные, бьете меня досаждениями, и как вы покушаетесь освободиться от меня, когда я естеством связана с вами? Дверь, которой я вхожу, есть свойство снедий, а причина моей ненасытности — привычка. Основание же моей страсти — долговременный навык, бесчувствие души и забвение смерти. И как вы ищете знать имена исчадий моих, и зачту их, и паче песка умножится. Но узнайте, по крайней мере, какие имена моих первенцев, самых любезных исчадий моих. Первородный сын мой есть блуд, а второе после него исчадие — ожесточение сердца. Третье же — сонливость. Море злых помыслов, волны скверн, глубина неведомых и неизреченных нечистот от меня происходят. Чере моей суть — ленность, многословие, дерзость, смехотворство, кощунство, прекословие, жестоковыйность, непослушание, бесчувственность, пленение ума, самохвальство, наглость, любовь к миру, за которой следует оскверненная молитва, парение помыслов и нечаянные внезапные злоключения, а за ними следует отчаяние, самое лютое из всех страстей.
Память согрешений воюет против меня. Помышление о смерти сильно враждует против меня. Но нет ничего в человеках, чтобы могло меня совершенно упразднить. Кто стяжал утешителя, тот молится ему против меня. И он, будучи умолен, не попускает мне страстно действовать в нем. Не вкусившие же небесного его утешения всячески ищут наслаждаться моею сладостью.